Привет всем! В сегодняшнем видео будет влог из Азербайджана. Посмотрим, какие здесь есть отели и красивые виды столицы Баку. Далее переместимся с вами в Шагдаг. Там находится знаменитый горнолыжный курорт. Расскажу вам, что со мной там приключилось. И во второй бьюти-части этого видео посмотрим с вами мои покупки косметики от Charlotte Tilbury. Покажу и расскажу подробно про сапплименты, которые я сейчас пью для красоты и здоровья. А также будет небольшой обзор на уход за волосами и кожей рук от бренда Moroccan Oil. Начнем, пожалуй, со столицы Азербайджана Баку. Я была очень приятно удивлена, насколько это красивый, современный и чистый город, но при этом сумев сохранить свои отличительные национальные черты. Например, есть вот такой вот музей ковров. Кому интересно, можете посетить, посмотреть, тем более, что Азербайджан славится своим ковроткачеством. Понравилось, что здесь представлено большое количество разных международных брендов в сфере фэшн и бьюти. Есть также такой вот большой торговый центр, в котором удобно делать шопинг, потому что там можно найти просто все, что душе угодно. А если, например, подняться наверх с помощью фуникулера, то мы попадаем в Нагорный парк. Там есть панорамная площадка, с которой открывается потрясающий вид на город. За моей спиной сейчас находятся три такие вот интересные высотные строения, и они называются пламенные башни. И да, друзья мои, если вы будете планировать свою поездку в Азербайджан, имейте в виду, что там всегда ветрено и довольно холодно, особенно зимой. Думаю, если поехать летом, это будет намного приятнее, так как сами местные люди называют этот город, что это город ветров. И, скорее всего, летом там будет довольно приятно, благодаря тому, что там всегда есть ветерок. Сейчас я уже спустилась вниз к набережной, и посмотрите, какое здесь огромное количество птиц, чаек. Просто какое-то нашествие этих птиц. Давно не видела скопления, огромного такого скопления птиц в одном месте. Сразу захотелось их чем-нибудь вкусненьким покормить, но, к сожалению, в тот момент из еды ни хлеба, ничего с собой такого не было абсолютно. Ну что ж, друзья мои, давайте посмотрим гостиницу. Такой мини-обзор на гостиницу, в которой я останавливалась. Гостиница называется Sheraton и принадлежит группе Marriott. Это группа 5-звездочных отелей. Посмотрим поближе. Номер, в котором я останавливалась, это просторный делюкс с довольно большой террасой, с которой открывается вид на набережную и потрясающий вид на залив. Большой, красивой, просторной ванной. Качество обслуживания мне понравилось, потому что было все чисто и не было никаких проблем с сантехникой. А это немаловажно после моих опытов путешествия по разным странам. Почему-то везде, в разных странах, в отелях, даже в хороших дорогих отелях, постоянно какая-то проблема с сантехникой. То здесь все было хорошо. Удобно это то, что в самой ванной комнате было все разделено на зоны. Это душевая и туалет находились отдельно. Есть мини-бар с бесплатной минеральной водой, чай, кофе, кофемашин. Можно также было регулировать температуру в комнате. Ну и сама комната, конечно, довольно просторная, красивая, с таким красивым новым современным ремонтом. Матрасы, после которых не болела спина. Стол, на котором можно работать за ноутбуком. А сейчас я вам покажу интересное ноу-хау. Посмотрите, это зеркало, в котором монтирован телевизор. Честно говоря, первый раз такое увидела. Много где путешествовала, но такого новшества не видела еще нигде. Довольно интересное. Хочу вам показать, какой красивый вид с этой террасы открывается при свете дня. Вид открывается на залив и на набережную. Действительно очень красиво. Кстати, пишите в комментариях ваши любимые гостиницы, названия, где они находятся, с красивыми видами, может, с хорошими красивыми комнатами. Будем с вами делать такой чек-лист, записывать себе интересные места, где стоит побывать.
это, друзья мои, уже видео из ресторана. Заказали мы ассорти из разного мяса шашлыков. Такая вот интересная, необычная подача. Был очень вкусный суп из чечевицы. Также мне понравилось, что сам ресторан выполнен в таком национальном традиционном стиле. Был супер, очень вкусный салат из помидор с клюквенным соусом. Сейчас вы видите его на экране. И также мне очень понравился сам дизайн заведения, необычный. Особенно очень интересно обыграли светильники, лампы, которые прикреплены к потолку в виде вот таких вот горшочков. Ну что ж, а теперь мы с вами переместились в знаменитый горнолыжный курорт Азербайджана, который называется Шахдаг. Что касается подъемников и лифтов, на всех трассах это оборудование хорошее и новое. Плюс, что здесь есть большое разнообразие спусков, как для новичков, так и для профессионалов. Уровень моего мастерства на лыжах средний, то есть я еще не профессионал, но уже и нельзя назвать меня новичком, то есть катаюсь средне. На лыжах, в принципе, как я уже сказала, качество трасс, их разнообразие мне понравилось, но единственное, мне показалось, что было довольно мало снега, несмотря на то, что это был начало февраля месяца, и мне кажется, начало февраля это должен быть еще довольно снежный период, но даже сами местные люди говорят, что с каждым годом в этом месте все меньше и меньше снега. И, кстати, друзья мои, то, на что я раньше не обращала внимания, это нужно обязательно выбирать местность, в которой вы будете кататься на лыжах или на сноуборде. До этого я каталась только лишь в Японии, там довольно мягкий грунт, там есть некая растительность и всегда очень много снега. То есть, если я падала на лыжах, я всегда падала на что-то мягенькое. То в этом случае в Азербайджане я почему-то не учла то, что это совершенно другая местность, и здесь горы это скалистые горы, и что подразумевает собой твердый, в некоторой степени каменный грунт, и падать будет довольно больно, если земля не сильно плотно покрыта снегом, что со мной, собственно, и случилось. У меня был четкий удар о левую лыжину, и после этого началось, конечно, неконтролируемое падение. Меня свезли в специальном саркофаге с горы, и после этого быстро отправили в местную больницу. Поэтому, друзья мои, если вы собираетесь путешествовать за границу, обязательно делайте себе международную страховку. Мне повезло, что она у меня была, мне сделали МРТ, и вот, собственно, мой диагноз. То есть я очень сильно расшибла себе колено и порвала связки сразу в нескольких местах. Мне моментально собрали кровь из колена, потому что оно распухло, и там собралось очень много крови. Теперь мне предстоит операция по восстановлению колена и по восстановлению связок. Но на данный момент я хожу при помощи вот такой вот штуковины. Я, конечно, в Японию решила ехать делать именно в Японии. Почему-то больше японцам доверяю делать операцию именно в Японии. И, кстати, вот реабилитацию сейчас прохожу перед операцией. Я всего лишь 3 недели в этой стране, и японцы меня смогли просто за 3 недели уже хотя бы поставить на ноги. Потому что до этого я, конечно, передвигалась с помощью инвалидного кресла, либо с помощью ходунков, или костыли, которые вы можете наблюдать на заднем плане. Но сейчас я даже могу уже снимать эту штуковину, этот сапоту, и могу немножко ходить даже без него. Но, конечно, без операции вы можете наблюдать, как ужасно выглядит мое колено. Мне, к сожалению, не обойтись теперь. Возвращалась я домой с помощью инвалидного кресла на самолете, потому что на ногу наступать я совершенно не могла. Давайте посмотрим, как выглядел второй отель, в котором я останавливалась в Шахдаге. Называется он Пик Палац, тоже принадлежит группе Marriott 5-звездочных отелей. И это номер делюкс, большой просторный делюкс с небольшим балконом. Есть такая тоже большая ванна, как и в предыдущем отеле, кстати, не очень удобная на самом деле ванна, как-то неудобно мне было сидеть, купаться, но в этом номере еще больше. Посмотрите, какой огромный, просто огромная ванная комната, огромное зеркало на всю стену, отдельно идет душевая кабина, гель для душа, шампунь для волос и кондиционер в этом отеле от европейского люксового бренда, который называется This Works. Посмотрим теперь дальше, как выглядит сама комната. Также отдельно идет туалетная комната. И, кстати, порадовало, что было здесь биде. Дизайн каждых комнат, весь ремонт, все продумано в лучших традициях 5-звездочного отеля. В всех номерах есть предметы личной гигиены, первой необходимости. Это расчески для волос, зубные щетки, даже мыло для рук. Также отдельно такие вот маленькие баночки. Это лосьон для тела, полотенца, напольные
часы, хотела сказать, напольные весы, фен есть. И посмотрим, давайте, как выглядит сама непосредственно комната. Комната довольно большая, очень просторная, две большие красивые двуспальные кровати с большим таким вот красивым зеркалом. И очень удобно, что у изголовья кровати на всю стену есть такое вот мягенькое оформление. В принципе, мне сам отель очень понравился, мне понравился персонал, очень добродушный, доброжелательный. В принципе, весь сервис на уровне пятизвездочного отеля. Все рестораны, везде, даже на подъемниках, везде все максимально доброжелательно и приветливо. Ну и, собственно, вот такой вот вид был из моего номера на центральный вход этой гостиницы и вид на трассы на спуске. Конечно, в любом случае осталась бы очень супер довольна этой поездкой, если бы, конечно, не вот это вот происшествие, которое со мной произошло. Оно, конечно, подпортило все впечатление. Но так-то, конечно, еще раз повторюсь, мне очень все понравилось. Отдельно вот тоже есть такой мини-бар, чайник, кофемашина, минеральная вода, бесплатный чай, кофе. Довольно вместительные шкафы, в которые можно разложить свои вещи, обязательно сейф, куда можно спрятать свое золото, богатство. Также был утюг и гладильная доска. Честно говоря, не совсем понимаю, кому это нужно в путешествиях. Ну, наверное, есть люди, которым это важно. А так вот выглядит сам коридор в этой гостинице. Тоже все сделано в стиле этой пятизвездочной гостиницы. И такие вот есть два кресла возле лифтов, чтобы было удобно ждать, когда придет ваш лифт. А это, друзья мои, я уже спустилась на первый этаж, местный ресторанчик, и это супчик, который называется дюш-бараз. Смысл в том, что пельмени варят не в обычной простой воде, как мы с вами привыкли, а именно в специальном бульоне, и еще дополнительно подают вот такой вот кисленький к нему соус. Но здесь у нас с вами интересная подача риса вместе с мясом, курагой и сладковатым соусом. Честно говоря, я совершенно забыла название этого блюда. Кто знает, пишите в комментариях. Порадовали потрясающего вкуса бараньи ребрышки на гриле с местным соусом. Ну что ж, переходим к бьюти-части этого видео. Начнем, пожалуй, с Шарлотт Тилбери. Посмотрите, какое количество разнообразия разной косметики я заказала здесь. И помады, есть и тональный крем, и также румяна. Начнем, пожалуй, с набора. Вот такой вот интересный набор помад от Шарлотт Тилбери. Сюда входит 4 варианта самых популярных, часто покупаемых средств для губ по заявлению бренда. Это помада Pillow Talk в оттенке 2 Medium, Matte Revolution, также карандаш для губ, блеск для губ и увлажняющая помада для губ от Шарлотт Тилбери. Достанем с вами, посмотрим, как же выглядит поближе этот наборчик. Все красиво, конечно, хорошо упаковано. Идеальный такой набор, если кому-то, например, подружке или маме подарить в подарок. Посмотрите, как красиво все блестит, переливается. И сейчас посмотрим поближе все сводчи и все формулы этих средств для губ. Получается, здесь 3 продукта, это мини-размер и 1 full size, полноразмерной версии. Начнем с мини-формата. Это у нас такая вот Matte Revolution помада в матовой формуле от Шарлотт Тилбери, оттенок Medium. Оттенок темнее, конечно. Оттенок Pillow Talk Medium, но он темнее, чем стандартный Pillow Talk. Помада, в принципе, неплохого качества, как для матовой помады, абсолютно не сушит губы. Но единственное, мне, конечно, помада от Шарлотт Тилбери немножко тяжеловато ощущается на губах. Футляр сделан полностью такой же, как и у полноразмерной версии. И вот посмотрите, как на сводче выглядит эта помада. Думаю, будет красиво смотреться и у кого смуглая кожа, и у кого светлая кожа. Теперь посмотрим на карандаш поближе. Точно так же выполнен, как и полноразмерная версия. Тоже оттенок, как и предыдущая помада. Pillow Talk 2 Medium. Очень люблю карандаши от Шарлотт Тилбери. Одна из лучших, на мой взгляд, формул карандашей для губ. Не слишком жесткий, не слишком мягкий, а именно такой, который и должен быть карандаш для губ. И плюс у него очень хорошая стойкая формула, которая будет держаться прям часа так 4, думаю, точно. Посмотрим теперь поближе на мини. Блеск для губ. Здесь в состав входит коллаген. Он должен увлажнять губы. В принципе, мне понравилось. И оттенок это обычный стандартный Pillow Talk. Красиво смотрится на губах, но опять же, такие вот блеск, как и помада, мне немножко тяжеловато, как будто что-то вазелиновое у вас нанесено на губы. Немножко тяжеловато ощущается. Но, повторюсь, конечно, на губах смотрится очень красиво. На сводче, думаю, заметно, как здесь много-много таких маленьких, красивых, переливающихся было блесточек. И увлажняющая помада
гиалуроном и другими разными полезными увлажняющими компонентами для губ, для красоты и здоровья кожи губ. Но это, конечно же, больше как не обычная стандартная помада, а именно как бальзам для губ с цветом. Оттенок обычный стандартный здесь у меня Pillow Talk, но имейте в виду, если вы купите эту помаду, ее нельзя полностью так сильно выкручивать, потому что назад ее закрутить уже будет нельзя, скорее всего, из-за того, что здесь слишком мягкая формула у самой помады, и она просто будет, наверное, ломать. Поэтому нужно доставать то количество, которое вам нужно на один раз использования. При использовании этой помады я действительно заметила, она хорошо увлажняет и даже как будто лечит губы. Когда у меня были супер посушенные губы, мне она вот эти все чешуйки как-то убрала, смягчила. Но опять же таки, единственное, что не совсем комфортно, как и предыдущие средства, она ощущается на губах. Но за ее лечебные свойства, думаю, можно ей это будет и простить. Ну и вот так вот выглядят все 4 сводча всех 4 этих средств. Пишите, насколько вам нравятся такие оттенки в помадах. В принципе, вот если на солнце они выглядят немножко рыжевато, кажется, да, так вот на видео, но если при холодном освещении не настолько эта рыжина, я бы сказала, передается. Немножко вот, да, видите, как будто оно немножко с коричневой такой вот ноткой. Больше как, наверное, все-таки нейтральный подтон, на мой взгляд, не совсем холодный, не совсем теплый. И следующее средство — это тональный крем-тинт в стике. Производитель Charlotte Tilbury обещает, что это средство должно долго держаться на коже, быть довольно стойким, с эффектом свечения. И посмотрите, сколько здесь указано разных полезных компонентов, которые находятся для ухода за кожей. Оттенок здесь у меня 2-й Clear. И мне, конечно, он показался немножко светловатый. Для моей кожи, наверное, нужно было выбирать все-таки 3-й оттенок. Очень красивая, конечно, само оформление и коробочки, как всегда у Charlotte Tilbury, все на высоте в плане оформления, и коробочки, и самого средства. Обычный такой вот стик в белом футляре с золотой красивой крышечкой. Все максимально дорого и по-люксовому выглядит. Приятно, конечно, такой продукт держать, думаю, в руках будет многим девчонкам, любительницам косметики. Конечно, это всегда приятно, когда у косметики очень хорошие, качественные такие вот упаковки. Но единственное, что мне, конечно, показалось, это абсолютно новое средство. При вас прям первый раз его сейчас открываю на видео, но мне показалось, как будто посередине этого средства есть какой-то отпечаток на самом этом тональном креме посередине. Вот посмотрите, такое чувство, как будто его кто-то сводчил просто. До меня пальцем трогал, но, повторюсь, это абсолютно новое средство. Я открыла его прям первый раз при вас, вместе с вами, на видео. Странно, или это может какой-то производственный брак, или это так должно быть. В общем, я не знаю, если вы покупали это средство, пишите обязательно в комментариях, было ли у вас такое вот что-то непонятное, или это только у меня попалось. Вот как он выглядит на руке. Довольно кажется, знаете, я бы сказала, даже как хайлайтер. Не очень похоже, как будто это тональный крем. Сейчас растушуем и посмотрим поближе, как выглядит в растушеванном варианте. Но вот даже при тушевке я уже замечаю, что это довольно очень светящееся средство, которое, мне кажется, даже можно использовать как хайлайтер. Но это, конечно, сейчас пора такая модных тональных кремов, которые делают Glass Skin, супер светящуюся такую стеклянную кожу. Как раз, наверное, для таких целей, кому такое нравится, мне кажется, это средство будет идеально. Посмотрите, насколько оно сверкает и реально дает такой немножко глянцевый, как будто стеклянный эффект для кожи. Но опять же таки, у кого очень большие проблемы с кожей, есть какие-то поры расширенные, рельефность некая кожи, маленькие прыщички, я думаю, это средство будет подчеркивать все это дело. И я вот решила сводчи сравнить вместе с Flawless Filter, который жидкий такой вот, старый такой еще у него формат, тоже как тональный крем, и там все в одном было. Посмотрите, они абсолютно одинаково практически выглядят. Сверху это жидкий Flawless Filter, а снизу это уже вот это вот новое средство в стике. Ну, наверное, самую малость, если можно так сказать, вот это вот жидкое средство, оно самую малость немножко более блестящим, немножко более ярче выглядят. Но мне кажется, даже и покрытие у них примерно одинаковое. Не совсем сильно они будут перекрывать какие-то разные нюансы на коже. Покрытие здесь, конечно, от легкого к среднему. Ну, а теперь мы с вами переходим к кремовым румянам от Charlotte Tilbury. Упакованы они были дополнительно в такую вот мягенькую упаковку.
потому что продукт, наверное, скорее всего, может оказаться довольно хрупким, поэтому дополнительно сделали такую защиту, чтобы он в пути по дороге не разбился. Откроем сейчас с вами упаковочку поближе, посмотрим. Ну, как всегда, даже картонные упаковки, мне кажется, у Charlotte Tilbury очень красиво выглядят. Даже, знаете, жалко выкидывать иногда иной раз вот эту всю красоту. Но что ж делать? Итак, оттенок я себе взяла розовый, самый девичий розовый. Не знаю, почему-то мне так захотелось. Обычно я такие оттенки как-то румян не сильно покупаю. В основном я использую персиковый, но здесь на меня что-то нашло. И купила, вот посмотрите, такой прям Барби розовый, он кажется, да, на упаковке. Сама упаковочка выглядит очень миленько, по-женскому, так по-девичьему красиво, но единственное, мне показалось, что здесь какой-то дешевастенький такой вот пластик. Довольно легко она очень сильно ощущается в руке, и посмотрите, насколько она маленькая, прям помещается в ладошку. Но внешне, конечно, она очень красиво выглядит, и опять же таки не совсем удобно, что нет никакой кнопки, чтобы открыть этот футляр, придется, конечно, прибегнуть к кончику ногтей. Ну и, собственно, в открытом варианте вот как выглядит сам продукт. Оттеночек называется Paradise Pink, и это супер безумно кремовый продукт, в составе которого есть также разные уходовые компоненты для кожи. Больше всего мне понравилось, как это средство смотрится именно в натуральном макияже, когда легкий такой полупрозрачный тональный крем, тогда это средство просто великолепно для ежедневного использования и для любительницы а-ля макияж без макияжа. Но для плотных макияжей, если будете использовать тональный крем с полным покрытием, если там есть матовый финиш, то это средство оно все-таки из-за своего такого суперкремовой консистенции, оно может подразъедать тональную основу. И не дай бог вам нанести это средство уже на тональный крем, который вы закрепили пудрой. Вот поверх пудры будут просто огромные дырки в макияже. Но опять же таки повторюсь, для ежедневного натурального макияжа мне в принципе понравилось это средство. Плюс оно не такое яркое, это не такие яркие румяна, как они смотрятся в рефиле. На коже, посмотрите, это все смотрится довольно натуральненько, так натуральный розовый румянец можно добиться, получить, тем более, если еще больше, допустим, растушевать. И, конечно же, здесь есть эффект свечения, такое вот свечение кожи. Следующий у нас два продукта. Набор помада и карандаш для губ, тоже в мини-размере, как и первая версия помад. Оба этих продукта, они в оттенке Pillow Talk Fair, в светлом варианте Pillow Talk, и помада, она имеет формулу Kissing. Kissing – это линия помад у Charlotte Tilbury, которая имеет полное покрытие и сатиновый кремовый финиш. Сейчас посмотрим с вами поближе все сводчи. Карандаш точно такой же, как и предыдущая миниатюра, все сделано в традициях, как и полноразмерная версия. Думаю, что на 2 или 3 месяца, даже при ежедневном использовании, такого размера карандаша должно вполне хватить, в принципе, как и мини-размера помады. Посмотрим сейчас с вами поближе все сводчи. Формула у помад Kissing мне нравится намного больше, нежели у Matte Revolution, потому что Kissing, они все-таки более комфортно ощущаются и носятся на губах. Здесь не присутствует вот эта вот нотка какая-то вазелиновости, даже несмотря на то, что это довольно плотные помады. На мой взгляд, довольно удобный, хороший такой срез у помад Charlotte Tilbury, которым удобно даже наносить помаду на контур губ. Ровно точно такой же срез, как и у полноразмерной версии этих помад. Обязательно, конечно, нужно сказать, что у всех продуктов Charlotte Tilbury для губ, будь то блески или помады, присутствует аромат отдушка. Она одна и та же, это ванильно-сладенький аромат. Лично мне он не доставляет никакого дискомфорта, но должна обязательно сказать, что он ощущается все то время, пока средство нанесено у вас на губах. Поэтому, кто не переносит ароматы в косметике, имейте это в виду. Сейчас показываю вам сводчи. Сверху это помада, снизу карандаш. И сейчас я для сравнения нанесу более темный оттенок Pillow Talk Medium, который мы смотрели в начале. Два оттенка, помада и карандаш для губ, чтобы вы могли сравнить, посмотреть, какой вам цвет больше всего нравится. Светлый вариант смотрится, конечно, более так нежненько, светлый розовый нюд, но, однако, имейте в виду, что он может давать такую некую белесость на губах, и на моих губах он почему-то собирался в белую полоску, буквально уже через час после нанесения, поэтому, если вы не любите, допустим, белесость в помаде, чтобы не было слишком светлого оттенка, наверное, конечно, тогда бы я посоветовала выбирать именно Pillow Talk Medium в более темном оттенке, и на губах он смотрится довольно натурально, не так сильно ярко, если нанести его более легким или средним
средним слоем, не так плотно, как я делала это на сводчах. Красивый сейчас закатное такое вот солнце при закате, решила поставлять такие интересные сводчи. Сверху это я вам показываю, как блестит и выглядит тональный крем в стике. И вот так вот на солнышке и в тени выглядят румяна. Еще мне дали в подарок за покупку вот такой вот интересный пробник этого же тонального крема в стике с разными вариантов цветов. Обязательно по сводчу покажу вам в следующих видео. И пробничек тонального увлажняющего жидкого крема. Правда, мне кажется, такой одной полосочки вряд ли хватит, чтобы нанести полностью на все лицо и почувствовать эффект от этого тонального крема. Но для одного сводча, я думаю, что будет вполне достаточно. Переходим теперь к следующей части видео. Покажу вам свои сапплименты, БАДы, которые я принимаю сейчас для здоровья и красоты. Они у меня только лишь японского производства, потому что именно японские, они самые качественные, безопасные и действенные. Сейчас на видео это пищевая добавка от японского бренда Fancl, которая увлажняет кожу изнутри и устраняет сухость. В составе есть астаксантин, он усиливает естественную барьерную функцию кожи, удерживает влагу и устраняет сухость. Также в составе есть глюкозилцерамид, полученный из ананаса. Это растительный церамид, даже в небольших количествах это очень действенный компонент. Он действует изнутри организма, предотвращая потерю влаги через кожу. И в составе есть наноразмерная гиалуроновая кислота. Принимать нужно по одной капсуле в день. Капсулы сделаны из мягкой оболочки, и вот таким вот следующим образом они выглядят. Этот пакетик, он рассчитан на 30 дней. Эта корпорация специализируется на производстве пищевых добавок и медицинских препаратов. У него свои исследовательские центры, заводы, и сырье, которое они используют, полностью все собственного производства. Также есть хорошая линейка уходовой косметики, которая считается космецевтикой. Можно подобрать для разных проблем с кожей. А это у нас с вами уже гиалуроновая кислота от другого крупнейшего производителя разных медицинских препаратов и сапплиментов, который называется DHC. Мягкая оболочка у этого средства, принимать по 2 капсулы в день для увлажнения, красоты и здоровья кожи. Делает кожу более свежей и упругой как снаружи, так и внутри. Этот компонент, он естественным образом присутствует в нашем организме и необходим для красоты и здоровья. Но к сожалению, с возрастом его количество уменьшается в нашем с вами организме. Итак, что же здесь в составе? В составе здесь гиалуроновая кислота 150 мг, сквален 170 мг, экстракт семян личи 10 мг и витамин В2 2 мг для лучшей усвояемости всех компонентов. Вообще в Японии всегда все БАДы, сапплименты, они продуманы до мельчайших деталей. И если здесь нужно, чтобы был витамин В, к примеру, он уже будет в той дозировке, в той граммовке, которую нужен именно для усвояемости. Поэтому, когда вы покупаете японские сапплименты, не нужно самостоятельно ничего ни с чем больше смешивать. Здесь уже все продумано до мельчайших деталей. А это у нас с вами уже высокоусвояемый комплекс коэнзим Q10, также от бренда DHC. Коэнзим Q10 – это важнейший ингредиент для поддержания молодости и бодрости организма на каждый день. Количество этого коэнзим Q10 в организме достигает пика примерно в возрасте 20 лет, а затем начинает снижаться и уменьшается примерно вдвое к 60 годам. Вот почему именно этот ингредиент следует принимать в качестве добавок уже после 20 лет. Что касается конкретно этого варианта, то здесь производитель изготовил капсулу путем обволакивания наноразмерного коэнзим Q10 циклическими алисахаридами, что в свою очередь увеличивает его способность к лучшему усвоению и более долгому сохранению в организме. Также здесь для лучшей усвояемости добавлен витамин С. И обратите внимание, что на всех капсулах, будь то или таблетках, обязательно нанесена надпись этого бренда. Обязательно обращайте на это внимание, если вы покупаете через интернет. Теперь на видео это пищевая добавка от японского бренда Fancl. Мне посоветовали его специалисты этого бренда. Это добавка для тех, кто страдает постоянными высыпаниями на коже, помогает лечить акне, также делает кожу более гладкой. Очень важно, конечно, заботиться о коже не только снаружи, это разные кремы, маски, но и, конечно же, изнутри для более действенного и качественного результата. В составе здесь множество полезных ингредиентов, например, такие как экстракт из растения слезы иова, витамины В и С, эзофлавоны сои для поддержания красоты и молодости кожи, также цинк, и еще здесь есть 50 миллиардов молочнокислых бактерий растительного происхождения.
В составе также есть экстракт ячменя коекс, экстракт солодки и экстракт семян киви. Мне очень понравилось, потому что это действительно очень хорошая и действенная пищевая добавка. Следующая у нас добавка, которая называется BioRace от бренда Select. Это медицинский препарат для улучшения здоровья толстого кишечника и улучшения стула. В составе есть бактерии НАТО, это ферментированные японские бобы. Они подавляют вредные бактерии в кишечнике и способствуют размножению полезных молочно-кислых бактерий и бифидобактерий, улучшая состояние ослабленного желудочно-кишечного тракта. От того состояния, в котором находится кишечник, зависит здоровье организма в целом. Поэтому японцы принимают данные добавки на постоянной основе. И похожие такие вот данные добавки, они еще снижают риск развития рака кишечника и пищеварительной системы. На своих экранах вы сейчас можете наблюдать все, что есть в составе конкретно этой добавки и как действует тот или иной компонент. Если коротко говоря, это средство улучшает пищеварение и облегчает нагрузку на толстый кишечник, также восстанавливает поврежденную слизистую оболочку желудка. Хорошо, например, при переедании или, например, те, кто злоупотребляют время от времени алкоголем, при изжоге это средство хорошо, при несварении желудка. В общем, широкого спектра действия это препарат. И еще, кстати, он снижает кислотность желудка. А теперь, друзья мои, посмотрим с вами вот такой вот набор от бренда Moroccan Oil. Все средства здесь находятся в travel формат, мини-размер. Сразу на упаковке нарисованы спойлеры, написано, что здесь находится. Шампунь и кондиционер в объеме 70 мл, крем для рук 40 и масло для волос в объеме 25 мл. Замочек дополнительно упакован в защитную пленочку. Также есть вот такая вот гравировка, название бренда непосредственно в самом замочке. Очень, кстати, мне кажется, будет удобная косметичка, если брать с собой в дорогу, в путешествие. Да и, в принципе, дома можно хранить будет много там разной косметики. Очень хорошего тоже качества сам материал. На вид и по ощущениям довольно прочный и плотный. И, кстати говоря, замок очень хорошо плавно открывается, без заеданий. И, собственно, вот так вот внутри выглядят расположены и упакованы все продукты внизу в такой вот специальной картонке, для того, чтобы максимально хорошо и без всяких проблем дошло все к покупателю. Есть книжечка с перечнем всех продуктов, которые находятся в наборе. Масло для волос, шампунь, кондиционер и крем для рук. Внутри тоже сделано все хорошо, из качественной подкладки, хорошо все качественно прошито, нет нигде никаких ни швов, ни торчащих ниток. Шампунь и кондиционер у меня из серии для восстановления и увлажнения волос. Очень хорошие, приятные текстуры у обоих средств. И у кондиционера, я бы даже сказала, немножко такая вот плотненькая текстура, даже чем-то похожа на тритмент. У меня натуральные, не окрашенные волосы с поврежденными концами, и я бы не сказала, что эти два средства, они как-то очень хорошо восстанавливают и увлажняют волосы. Да, шампунь хорошо отмывает, мягко отмывает, но действия от кондиционера мне все же не хватает. Мне хотелось бы больше увлажнения и больше распутывания волос. И обратите внимание, что на всех упаковках есть значок того, что все средства этого бренда, они не тестируются на животных. А вот масло для волос мне безумно нравится. Я являюсь его фанаткой. Это у меня уже далеко не первая баночка. И могу его смело посоветовать всем тем, у кого поврежденные волосы, сухие концы, ломкие волосы, посеченные волосы или, например, окрашенные волосы для блондинок, для брюнеток. Это просто чудодейственное средство. Не зря оно называется Treatment Oil. То есть Treatment — это, как получается, лечение. И подходит это средство для всех типов волос. Масло, как вы можете наблюдать сейчас на видео, довольно плотненькое, поэтому его достаточно маленькой капельки растереть между ладоней, между пальцев и наносить от середины роста волос и на кончики. Вот такой вот маленького объема, 25 мл, в принципе, хватит, я думаю, надолго, даже при ежедневном использовании или при использовании несколько раз в неделю. Следующий у нас на видео — это крем для рук, обогащенный, высокопитательный крем для рук с органовым маслом и добавлением гиалуроновой кислоты. Это действительно очень питательное средство. После того, как вы его нанесете, желательно некоторое время ни до чего не дотрагиваться, потому что крем довольно жирненький и могут оставаться отпечатки на мебели, на телефоне. Но после, например, 5 минут, если подождать, оно хорошенечко впитывается. Поэтому, думаю, будет идеально для тех, у кого очень сухая кожа рук. Но те, кто любят более что-то легенькое, быстро впитывающееся,
не жирненькая, думаю, вряд ли вам подойдет данное средство. Но вот я люблю использовать это средство именно как ночной уход за кожей рук, потому что в течение ночи он действительно хорошо питает, обволакивает, смягчает кожу рук, и на утро ручки бархатистенькие, супер нежные, гладенькие, даже, мне кажется, как будто морщинки визуально разглаживаются. Аромат у всех средств одинаковый, но ярче всего слышится именно у масла для волос и крема для рук. Запах очень вкусный, натуральный, сладкий, теплый, с приятной ноткой цветов, смело можно отнести к восточным. Если сравнивать шампунь, кондиционер и масло, то на волосах ярче ощущается аромат от масла, нежели от шампуня и кондиционера, потому что после шампуня и кондиционера, после сушки волос, аромат остается еле-еле ощутим, а вот аромат от масла на волосах остается примерно 6 часов, но абсолютно не навязчиво, не удушающий, а такой вот легкой дымкой из цветочных сладостей и пряностей. Спасибо большое всем за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было для вас полезным, интересным и информативным. Обязательно прошу всех поддержать этот канал вашим лайком и подпиской, потому что видео сейчас выходят у меня нерегулярно, по понятным уже причинам. И вот из этих нерегулярностей YouTube, конечно, плохо продвигает и видео, и канал в целом. Поэтому нужна ваша помощь. Ваша поддержка в виде вашего лайка, подписки. Оставляйте ваши комментарии по поводу этого сегодняшнего увиденного видео, что вы думаете, как вам обзор косметики и на какие темы вы бы хотели увидеть мои следующие ролики, мои следующие видео. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. На сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока!